прошлом видео мы собирали вот эту модельку скутера. Это база от BR80, и поэтому те люди, которые собираются покупать BR80, могут посмотреть сборку этого скутера, потому что в BR80 все точно так же, только там более богатая комплектация, нежели в моей. Моя это просто база. И я вам сейчас скажу для чего. Для того, чтобы мы с вами в этом видео собрали новую BR80 модель со всеми улучшениями, которые хотите вы в первую очередь. Поэтому в этом видео, это не обзор, я буду рассказывать плюсы и минусы, которые я вижу в этой модельке, для того, чтобы мы с вами обсудили в комментариях, придумали, что нужно улучшить, что нужно доработать и как вы вообще хотите видеть эту модель в будущем году. Если вы хотите поучаствовать в жизни скайборда или вы хотите просто сделать BR80 идеальным, то именно это видео для вас. Вы пишите в комментариях все свои мысли по итогу этого видео, и мы обсуждаем, делаем, прислушиваемся к вам в первую очередь, и потом я покажу, что получилось. Ну что, погнали! И давайте сразу к делу, сразу разберем все плюсы этого скутера, а потом я поговорю о его минусах, которые хотелось бы доработать в будущем. Во-первых, это колеса. Это большой плюс. Сзади 12-е красивое литье, 2 колеса, спереди 13-й диск, 13-е литье. Это просто бомбезно, и колеса меня полностью устраивают. Сразу не отходя от колес, это крылья. Крылья тоже тут классные. Они, во-первых, довольно толстые. Во-вторых, классная краска и форма. Вот эти вот изгибы довольно прикольненькие. Это тоже оставляем, я думаю. Дисковые гидравлические тормоза, амортизаторы, надпись, печать Skyboard. Кстати, металл тоже очень классный спереди у рамы, фара и поворотники. Это все я бы тоже оставил, потому что это все очень хорошего качества, и у меня претензий к этому нету. Но если вы хотите, например, чтобы здесь был фонарь не такой, а от BR60, например, то пишите об этом в комментариях, мы учтем ваше мнение обязательно. Также и с поворотниками. Дисплей очень яркий, очень информативный и прикольной формы, по моему мнению. Но на вкус и цвет товарища нет, поэтому, если что, говорите нам об этом. Мотор очень крутой, очень надежный, поэтому это тоже бомбезно. Корзинка. Довольно толстый металл, толще, чем на других трайках, и также подставка под нее, то есть тут не провалится никаким образом, даже 5 человек не смогут ее согнуть, если будут стоять здесь, поэтому это тоже плюсик, но есть кое-какие спорные моменты, о них я расскажу чуть позже. Также толстая труба, которая идет от основной базы до нашей корзины, до задней части независимой подвески, так сказать. И это тоже очень круто. И сама независимая подвеска, это очень круто. Но что об этом говорить? Нужно прокатиться. Да, самая главная фишка этого скутера — это независимая подвеска, которая дает вам возможность просто лететь над землей и не замечать никаких кочек, бордюров и так далее. Это просто бомба. Вот такие вот плюсы у меня получились.
А по поводу внутрянки, там все нормально, и туда я лезть сейчас не хочу. Если вам интересно, что там внутри, какой контроллер, какие провода и какие скрутки, то смотрите полноценный обзор от Романа, который уже есть на этом канале. Он очень информативный, и я думаю, вам понравится. И он конкретно про BR80. У нас же выпуск про доработки. Поэтому идем дальше. А теперь по скорости. Давайте по-быстренькому тест скорости. Погнали. 37, 38, 40. Ну вот 40-41 он едет. Но с учетом того, что трайк BR60 задал очень высокую планку по скорости, то я думаю, скорость этого BR80 желательно увеличить как минимум до 60. Батарейка, во-первых, она нестандартной формы. И это меня уже смущает, потому что вы не можете, например, с другого скутера Skyboard поставить сюда батарейку. Опять же, если вы хотите купить себе вторую батарейку, то вам нужно искать именно батарейку для BR80. И это такой небольшой минус, мне кажется, как для меня. Поэтому сюда бы хотелось поставить наши стандартные батарейки. Это было бы хорошо, я думаю. Но это несущественно, можно и оставить эти батарейки. В принципе, она очень хорошая, но минус в том, что она одна. Если бы их было две, то уже как-то. Одна батарейка едет 40 километров, и это как бы уступает другим нашим трайкам сразу. Если бы здесь было хотя бы 2 или 3 батарейки, то сразу это была бы жесточайшая конкуренция, в которой, я думаю, выигрывал бы этот скутер. Ну и, соответственно, из-за батарейки, скорее всего, придется менять весь корпус. Например, чтобы батарейку положить под низ, под ваши ноги, чтобы еще одну батарейку поместилась под сиденьем. Короче, корпус надо будет расширять. Сидушечка. Очень хорошо, что здесь вот ниточками вышили Skyboard и все такое. Это мы, конечно, оставим, но сидушку надо менять, потому что она откровенно такая деревянненькая, ну, жестковатая, если сравнивать с другими нашими скутерами, потому что, и особенно если брать чоппер, то там вы сидите как царь. Здесь вы сидите, ну, что уж, как на табуретке. Бачки. Опять же, на вкус и цвет товарищей нет, но мне кажется, все согласятся, что лучше прозрачные бачки для масла, для тормозов. А теперь смотрим, как реализовано задний ход. Задний ход вы должны нажать на кнопочку и, держа ее, надавить на газ. И тогда скутер едет назад. К слову говоря, в BR80, конечно, не было заднего хода до сих пор. Сейчас они мне его сюда поставили. Типа они так послушали нас и сделали. Но реализовано это не очень хорошо, поэтому кнопка должна быть вкл-выкл. Нажал, задний ход включился, нажал, передний. А теперь моими глазами посмотрите, как скутер едет назад. Вот кнопка R. Мы ее нажимаем, и мы должны ее держать и одновременно давать газ. И таким образом скутер едет назад. Ну, вот о чем я говорю. Есть еще вопрос к длине этого скутера, потому что он длиннее любого из наших трайков, и в этом есть тоже такой нюансик. Если честно, я в поездке этого не заметил, но чисто визуально он длиннее, и поэтому, если будет возможность, его нужно укоротить немножко. Крылья держатся на корзине. Тут специальное крепление, оно плотное, четкое, металлическое, и крылья никуда не убегут, но то, что они трусятся при езде, это реальный минус. Конкретно к ключам у меня претензий нету. Там есть все функции: блокировка, разблокировка по скутера и так далее. Но сам ключевой замок, в принципе, можно было бы сделать кнопочкой, как в наших BR30. А если это возможно, то, я думаю, стоит сделать. Как вы думаете? И самое главное, ради чего мы здесь собрались, собственно, и ради чего мы хотим дать жизнь будущую этому скутеру. Во-первых, это сама независимая подвеска. Реализована она круто, колеса работают офигенно, ты не чувствуешь никаких кочек, бордюров и так далее, даже если наедешь одним колесом на него. Толстая, надежная, и механизм точно не сломается. Но есть один нюанс. Это моторчик, электромоторчик, который включается и выключается, то есть блокирует заднюю ось. Если вы отключили скутер, то этот электрозамок разблокирует вашу ось, и вы можете ехать вот так вот, наклоняясь и плавно и все такое. Ну а вдруг вам не нужно ее разблокировать?
Это первая проблема. А вторая – электроника. Электроника на довольно-таки сильную физическую роль, но меня немножко смущает, не знаю как вас. Поэтому я бы голосовал за ручную блокировку, и мне кажется, это был бы идеальный вариант. Но что касается управления, маневренности и вообще комфорта водителя, скутер просто бомба. Если мы его доделаем так, как нам хочется, то этот скутер, возможно, станет убийцей всех остальных скутеров. Это, конечно, не зеркало выбирать, как мы это делали в прошлый раз. Это гораздо сложнее, и об этом стоит внимательно подумать. И потом написать в комментариях ваши мысли. А пока вы можете пройти на сайт skyboard.store, посмотреть характеристики, все характеристики реального BR80, а также других наших моделей. А также, если вы решили покупать скутер от Skyboard, вы можете проходить в магазины наших дилеров, которые находятся в этом списке городов. Вы находите ближайший к вам, приходите, смотрите, тестите, щупаете и только потом делаете свое решение. А я с вами не прощаюсь, говорю до свидания, до нового видео. Дальше только лучше.